Известно, что эти рыбы охотятся в стаях, похожие на стаи волков. Фактически перевод их латинского названия звучит как «водный волк». Щука является одним из нескольких видов, известных как голоарктические, встречаемые по всему северному полушарию. Они встречаются в Северной Америке, а также в России и Европе. При виде зубов щуки можно понять, что эти зубы могут нанести достаточно серьезные раны. Многие испытали это на себе, будь то на рыбалке или когда пили пиво с вяленой щукой. У щуки зубы очень острые, причем если у вас впилось несколько зубов, то будет очень тяжело вытащить их, поскольку зубы у этого хищника загнуты назад. Придется выполнить несколько манипуляций, прежде чем вы освободитесь от зубов, а кровь брызнет очень быстро. Не стоит забывать и о возможной инфекции. В интернете можно найти много историй, когда щука якобы нападала на людей и серьезно их ранила. Но если начать разбираться, то большинство из них не выдерживают критики, поскольку нет ни фото, ни подтверждений свидетелей, и даже приводятся мнения специалистов, которые по виду раны говорят, что это сделала явно щука. Теперь немного о щуке маскинонг. Это действительно самая крупная щука в мире. Крупные представители обитают в Северной Америке, и это очень редкая рыба. Если кто-то ее поймал, тому действительно очень повезло. Несомненно, эти зубы вселяют страх, но даже этот хищник очень редко способен пойти на нападение на человека. Вот случай, когда возможно в этом участвовала щука маскинонг. Он был опубликован в газете Page 2 30 августа 2004 года. 11-летний мальчик был на охоте на острове Лейк, когда он стал добычей. Большая рыба, вероятно щука маскинонг или обычная щука, напала на мальчика около 5 часов вечера. Полученные раны на ногах Мейсона и руке потребовали наложения 11 швов. Отец Мейсона, Ричард, был в лодке, только он не видел нападения. Сестра не пострадала. Мейсона отвели в каюту, чтобы промыть раны. Затем он отправился в больницу. Он получил 8 швов на левой руке и 3 на правой ноге. «У него есть много других укусов», – сказал его папа. «Готов поспорить, что у него есть 20 разрезов на ноге и 10 разрезов на его руке», – сказал он. Но этот хищник с легкостью может нападать на других животных, такого же или существенно большего размера. В частности, вот случай, когда щука напала на лебедя, которого не назовешь маленьким животным. Это произошло в Великобритании в августе 2005 года. По словам очевидцев, лебедь нырнул под воду, чтобы покормиться, и когда он всплыл, рыба зажала его голову. По оценкам, щука была в длину до метра. В результате нападения у лебедя был разорван правый глаз, вся его нижняя часть головы, а также разорвано горло. Человек, который не хотел, чтобы его называли, прокомментировал увиденное. «Меня окрикнул рыбак, и я увидел лебедя в воде. Его глаз исчез, вся нижняя челюсть висела, и мы могли видеть, как глотающая трубка на шее двигается вверх-вниз. Рыбак указал на воду, и я увидел, как плавает щука. Я часто видел утку с отсутствующей ногой, которая могла быть оторвана щукой, и я видел щуку, крадущую молодых утят», – сказал мужчина. «Но я никогда не думал, что они нападут на лебедя». Лебедя отвезли к ветеринарам, но, к сожалению, он был очень плох, чтобы можно было его вылечить, и пришлось его усыпить. Что делать, если на рыбалке вас укусила щука? Поскольку рот у щуки усеян острыми зубами, покрытыми бактериальной флорой и фауной, вы должны сделать следующее. Оказать давление на рану и остановить кровотечение. Как только кровотечение прекратится, промойте рану чистой водой и осмотрите ее. Скорее всего, вам не понадобится накладывать швы, если это не очень большая щука. Нанесите на рану любую антибактериальную пасту, гель или жидкость и оберните ее в самую чистую тряпку, полотенце или платок, который у вас есть. Возвращайтесь к рыбалке. Какой же можно сделать вывод из всего этого? Судя по тому, что имеется в открытом доступе, это была вся информация о возможных нападениях гигантских щук на людей. Подчеркиваем, возможное, поскольку не был выловлен этот хищник, чтобы можно было сопоставить ее челюсти с нанесенными ранами. Но вероятность подобного сценария есть, причем очень небольшая. Мы ушли от различных баек и мифов о щуках, которые якобы нападали на людей в давние времена. О щуке, выловленной в России длиной около 1,5 метра и весящей примерно 80 килограмм. Есть даже фото, но на 99% это фотошоп. О щуке, которую в октябре 1230 года поймал лично император Фридрих II и пометил ее золотым кольцом и выпустил на волю.
а спустя 267 лет, когда ее поймали, она выросла до 570 см в длину и весила уже 140 кг. А щуки царя Бориса Федоровича, прожившей 200 лет. Мы упустили эти байки о щуках, размеры которых могли говорить о том, что они потенциально могли нападать на людей. Из всего этого напрашивается только один вывод, что щуки не способны наносить серьезный вред людям, разве что порезы, которые с большей вероятностью можно получить на рыбалке или за бокалом пива, чем во время плавания в реке или озере. Но щука может нападать на людей, возможно, неправильно оценив размеры потенциальной жертвы и свои возможности. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.